Привет всем любителям старых ретро-устройств. Сегодня у нас на обзоре достаточно необычный объектив. Это Pentax 3570 с постоянной светосилой 2.8. Главной исторической особенностью этого объектива является то, что это, наверное, можно сказать, первый автофокусный объектив. Понятие «первый» всегда довольно растяжимое, поэтому однозначно сказать, что он самый-самый первый автофокусный объектив нельзя, но это однозначно один из самых первых автофокусных объективов. Потому что до него автофокусные объективы тоже встречались, но вот в таком привычном понимании автофокусного объектива, как мы привыкли сегодня, наверное, это все-таки действительно первый аппарат. До него тоже уже были автофокусные объективы, но они были со встроенными в сам объектив датчиками, и, соответственно, фокусировались они благодаря всем системам, встроенным в сам объектив. Здесь же мы видим другую систему, которая нам уже более привычна, когда датчики вмонтированы были в камеру, фазовые, а сам объектив производил фокусировку благодаря встроенному в него электромотору. На самом деле продемонстрировать, как работает автофокус, я вам не смогу, потому что автофокус здесь не работает. Он работал только с одной моделью камеры, Pentax ME-F, и работал, надо сказать, очень-очень неважно. Именно благодаря этому такой автофокусный объектив и автофокусная система не получила большого распространения. Ее время на тот момент еще не пришло. Но, тем не менее, сам объектив по себе достаточно любопытен, поэтому я решил про него немного рассказать. Как он вообще у меня появился? Когда-то у меня появилось желание, попал в руки вот этот фотоаппарат Zenita M2, он с байонетом К, то есть к нему подходят объективы под Pentax. Я им поснимал немного и понял, что штатных объективов мне зачастую не хватает. Хотелось какое-то зум-решение. В принципе, поскольку здесь байонет К, то это открывало все возможности для того, чтобы купить какой-нибудь пентаксовский объектив, хороший зум-объектив, и использовать его здесь, на этом зените. Поэтому у меня возникло такое желание, я начал искать, шерстить что-то интересное. Попадались несколько вариантов обычных традиционных зум-объективов, но вот как-то случайно наткнулся, что рядом продавался вот этот объектив. И он меня так заинтересовал своим внешним видом, когда я начал как-то про него изучать информацию и искать, что же это такое, то выяснилось, что это первый автофокусный объектив в мире. И поэтому я, конечно, очень был этим очарован и скорее побежал его смотреть. По сути, можно сказать, что он из себя представляет обычный мануальник, обычный мануальный зум. Нельзя сказать, что здесь есть что-то особенно фантастическое. Здесь обычный байонет Pentax K со всеми атрибутами. Единственное, здесь добавлены вот эти контакты, которые на оригинальной камере Pentax ME-F отвечали за передачу информации туда-обратно. Здесь встроен электромотор внутри, который питается от 4 батареек ААА. Мотор крутится вот с таким звуком. Поскольку я его брал для зенита, в принципе, ничего не мешает крутить это колесо вручную. Звук здесь, да, конечно, специфический, но довольно интересно. На самом оригинальном Pentax ME-F фокусировка производилась при помощи вот этих двух кнопок, соответственно, в одну либо в другую сторону вращения. И в момент, когда он ловил фокус, он останавливался и издавал звуковой сигнал. Где-то встречал информацию, что в те времена не очень получалось у инженеров обеспечить хорошую фокусировку. Ну, работал он, откровенно, не очень важно. И для того, чтобы она работала оптимально, им пришлось применить такое решение, что им нужен был объектив, зум-объектив, с постоянной светосилой. Иначе на разных концах фокусировка начинала работать некорректно. Вот благодаря этому появилось такое решение. Вообще объектив довольно необычен своим внешним видом. То есть вот эта нижняя часть создает довольно-таки вот такой удобный хват. И благодаря этому достаточно интересно и легко можно снимать видео в том числе. Я пробовал снимать видео на этом объективе. И такой хват и вес объектива дают неплохую стабильность на видео. Даже на моей камере, которая не оснащена стабилизатором, удалось избежать отсутствия такой сильной тряски.
Еще из интересных моментов, то что здесь у нас вот такая конструкция зума. То есть это тубусный зум тромбонного типа. Мы можем удлинять и закорачивать. Причем особенность его состоит в том, что здесь все немножко развернуто наоборот. То есть в сложенном положении он нам выдает 70 мм фокусного расстояния, а в разложенном 35 мм. Это довольно необычно, и приходится зачастую перестраивать свое сознание на то, чтобы регулировать эти вещи. Обычно все-таки как-то интуитивно ты его тянешь на себя, чтобы картинку, угол увеличить, и наоборот. Здесь это не так, поэтому приходится немного перестроить свое сознание. Еще момент с этим связанный. Фишка в том, что когда вы меняете фокусное расстояние, то фокус не сбивается. То есть вы как его настроили, скажем, на 1,5 метра, так он у вас будет настроен на 1,5 метра. Это очень важно для съемки видео. Можно плавно делать зумирование, и фокус при этом у вас не будет сбиваться. Ну и самой интересной особенностью этого объектива является, на мой взгляд, то, что он обеспечивает очень хорошую картинку. Он резкий по всему полю кадра, уже начиная с открытой диафрагмы. Но при этом у него есть какой-то все-таки свой характер, своя какая-то винтажность в этой картинке. У него есть какое-то свое просветление красноватое, и оно дает этому объективу какой-то особенный оттенок. И такие получаются довольно-таки интересные кадры. К слову, это довольно универсальное решение. Bayonet K Pentax позволяет использовать его на многих системах. Я, в частности, его использовал на Sony A7, снимал им и видео, и фото. Также я снимал им на старенький Pentax K100D. Также у меня есть переходник на зеркалке Canon, то есть тоже можно снимать спокойно. Пробовал, все нормально. Но лучшим для себя применением вижу его для съемки видео в каких-то темных помещениях. Все-таки постоянно 2.8. Возможность зумироваться без изменения фокуса позволяет снимать видео в темных помещениях очень уверенно. То есть мне в этом объективе, в этой картинке нравится, что она такая получается яркая, цветастая и насыщенная. Ну и, конечно, необычный внешний вид тоже очень подкупает. К слову, светосила у этого объектива, судя по всему, на коротком конце могла быть и больше. Мы наблюдаем такой эффект, что если мы будем снимать на коротком конце, то он прикрывает диафрагму. То есть как раз, видимо, для того, чтобы обеспечить вот эти 2.8 постоянные. То есть когда мы переводим его в положение 70 мм, то лепестки диафрагмы полностью убираются. Когда мы переводим его в положение 35 мм, лепестки диафрагмы прикрываются до определенного значения. Я сначала думал, что это какой-то глюк, но потом, поразмыслив, понял, что это, видимо, так вот работает вот эта постоянная светосила. Теперь давайте посмотрим небольшую фотогалерею и видеогалерею, которую я снял на этот объектив. Я напоминаю, что этот объектив можно приобрести, а также другие объективы, фотоаппараты можно приобрести по ссылке на мой профиль в телеграм-канале, где будет ссылка на Авито. Если кому-то интересно, то вы также можете подписываться на мой телеграм-канал, там будут выкладываться примеры фото-видео с разных объективов, горячие предложения и другие интересные штуки, связанные с моей деятельностью. А я с вами прощаюсь, всем хороших кадров и пока!